Вы наткнулись на это сообщение не случайно. Вас привели сюда идеально вовремя, идеально выстроившись, потому что Вселенная и сам Бог начали обратный отсчет для вас. И у этих часов осталось всего несколько часов до того, как произойдет нечто могущественное. Слушайте внимательно. Это не совпадение, не случайность, не хаотичность. Это божественный промысел. Бог готовит почву для чуда, момент трансформации, который изменит все в вашем судьбе. Он говорит, всего несколько часов. Не завтра, не на следующей неделе, не в следующей жизни. Движение уже началось. Земля под ногами дрожит от обещать Кадверту, что казалось запечатанным, вот-вот откроется. Но только те, кто выстоит до конца, увидят полное откровение грядущего. Потому что то, что готовится для вас, ваше наследование, твой урожай, твое благословение, требует осознанности, готовности и веры. Я хочу, чтобы ты понял нечто священное. Когда Бог начинает отсчет, это означает, что цикл ожидания вот-вот прервется. Ты прошел сквозь бури, неся бремя, которое никто другой не мог видеть. Ты прошептал молитвы в темноте и задавался вопросом, молчат ли небеса. Но это послание, ключ — это сигнал к концу тишины. Обратный отсчет начался, потому что ваш урожай сезон вписан в вечность, и теперь часы небес отбивают ваш час. Ты почти чувствуешь это, не правда ли? Это напряжение в твоем теле, сердце, это необъяснимое притяжение. Это не тревога. Это духовное выравнивание. Небеса синхронизируют свой ритм с вашим. Каждая задержка, каждая слеза, каждый момент замешательства – все это формировало вас в сосуд, способный вместить избыток. Вас не наказывают, вас готовят. Бог никогда не медлит без причины. Он ждет, пока ваш дух достаточно зрелый, чтобы нести бремя Его обещать. Но послушайте внимательно, не все перейдут этот порог. Многие отворачиваются прямо перед тем, как свершится чудо. Они перестают слушать. Они теряют веру на финишной прямой. Вот почему вы не можете уйти, пока это сообщение не закончится. Есть кое-что, что вы должны услышать, прежде чем истечет время. Секрет, скрытое с древних времен, которое имеет силу превращать дефицит в богатство, страх в силу и сомнение в уверенность. Возможно, вы этого еще не видите, но это ваша божественная встреча. Бог поместил твое имя в завете избыток. Есть дверь Он выбрал специально для вас, и когда вы слушаете, ключ будет отдан в твои руки. Но ты должен остаться. Враг знает, что если ты услышишь эту истину до конца, твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Поэтому каждое отвлечение, каждая мысль, которая пытается увести тебя, это не совпадение. Это сопротивление. Потому что свет вот-вот обнажит то, что тьма пыталась скрыть. Часы тикают. И когда они пробьют, чудо не будет символичным, оно будет осязаемым. Оно коснется вашего финансы, твое здоровье, твое отношение и ваш цель. Это перепишет сценарий твоей судьбы. Но ключ кроется в этом послании, в том, что последует дальше. Дождитесь последнего слова, и вы поймете всю полноту откровения, которое Бог приготовил для вас. Урожай ближе, чем вы думаете. Обратный отсчет уже начался. Теперь вдохните. Сосредоточьтесь только сердце, потому что прежде чем этот час закончится, ты почувствуешь что-то святое. Пробудитесь внутри себя. Подтверждение того, что небеса движутся прямо сейчас ради вас. Не упустите этот момент. Не отпускайте. Вы стоите на краю своей трансформации, и следующие несколько минут определят форму вашего чуда. Оставайся со мной до конца, потому что когда часы пробьют 0, дверь откроется, и ваше благословение начнет течь.
Что-то меняется в вашем поле, в ваших финансах, в вашей чистоте. Вы уже чувствуете это, не так ли? Это странное напряжение, которое раньше ощущалось как тревога, теперь уже не страх. Это ожидание. Это пульс богатства, вибрация избыток, божественный сигнал, что ваш чудо готов проявиться. Вы жили так, как будто выживали, но то, что происходит внутри вас сейчас, это воскрешение. Бог пробуждает нечто мощное в атмосфере Вышегодух. Слишком долго вы принимали это давление за боль. Вы называли это борьбой, хотя на самом деле это трансформация. Каждая закрытая дверь, каждая без ответа молитва, каждая задержка – это не отказ. Это была подготовка к расширению. Потому что до избыток Может проявиться вокруг вас, оно должно сначала пробудиться в пределах ты. Это напряжение, которое ты чувствуешь. Это твоя энергия миллионера, пытаясь прорваться сквозь трещины того, кем ты был раньше. Та версия тебя, которая остепенилась, сомневалась, извинялась за то, что хотела большего, эта версия растворяется. Бог вытягивает тебя на новый уровень. Слушайте внимательно, речь идет не только о деньги. Речь идет о выравнивании. Когда ваше сердце соответствует божественному вера, богатство становится естественным. Не только материальное богатство, но и духовное, эмоциональное и личностное точка процветания. Вид благословения, который умножается во всех направлениях. Вид урожая это не заканчивается. Вас призывают перестать ожидать мелочей и начать готовиться к переполнению. Потому что энергии избыток невозможно вписаться в образ мышления, ориентированный на выживание. Ты должен стать сосудом, способным его выдержать. Сделайте глубокий вдох. Почувствуйте, как воздух наполняет ваши легкие. Это не просто кислород, это божественный дар. Каждый ваш вдох – напоминание о том, что небеса обеспечивают вас всем необходимым без перерывов. Тот же Бог, который кормит птиц и одевает лилии, уже создал вас точка наследования. Но вот правда, которую большинство никогда не увидит. Прежде чем Бог освободит урожай, Он сдвигает сердце. Вы не можете держать чудо в разуме, полном страха. Вот почему Он потрясает ваши старые убеждения, испытывает ваше терпение и совершенствует ваша вера. Чувствуете ли вы это волнение внутри? Эту смесь волнения и дрожи? Это божественное напряжение, точка встречи вашей старой реальности с новой. Жизнь, о которой вы молились, не наступает точка когда-нибудь. Он ждет вашего разрешения, чтобы начать Эйчес. И разрешение начинается тогда, когда вы полагаете, что ты достоин обещать. Бог не пытается убедить вас в своей силе. Он пытается убедить вас в вашей идентичности. Вы не нищий у ворот, вы наследник завета. Вы стоите на священной земле, где все ограничения начинают терять свою силу. Вы уже говорили: «У меня все хорошо». Но в глубине души вы знали, что вам не суждено быть хорошо. Вам суждено переполнение. Ты был предназначен для чудеса. Этот голод, который вы чувствуете, это не жадность. Это отголосок вашего божественного замысла, зовущий вас обратно к вашему наследию. Дух из избыток всегда жил в тебе, погребенный под слоями страха, вины и мелочных мыслей. Но эта оболочка трескается. Старая версия тебя, та, которая считала богатство греховным или недостижимым, отпадает. Бог пробуждает твою истинную сущность, избранную, помазанную, изобильную. Видите ли, бедность – это не просто отсутствие денег. Это отсутствие ожиданий. Это вера в то, что Бог обещать было создано для других, но не для тебя. И эта ложь должна умереть сегодня. Потому что в тот момент, когда ты начнешь ежедать, атмосфера вокруг вас начинает меняться. Ожидание притягивает проявление.
Когда ваше сердце бьется в ритме с небесами, все меняется. То, как люди видят тебя, какие возможности появляются, двери это открыто. Это неудача. Это божественное выравнивание. Позвольте мне спросить вас кое о чем. Вы когда-нибудь чувствовали, что благословение проходит мимо вас, как будто другие получают чудеса, пока вы все еще ждете? Это потому, что энергия, которую вы излучаете, сообщает небесам, к чему вы готовы. Если вы излучаете сомнения, вы отталкиваете свой урожай, но если вы сегодня решите изменить свою энергию, заявить о своей игре, вибрировать суверенность, ты намагнитишь все, что было удержано. Река благословения обанкротится. Поэтому я хочу, чтобы вы сделали что-то простое, но священное. Если вы чувствуете, что это послание обращается непосредственно к вам, сердце, если что-то внутри вас говорит «это для меня», то остановитесь на мгновение и нажмите кнопку «Мне нравится» прямо сейчас. Это не просто жест, это акт веры. Когда вы взаимодействуете, вы выражаете согласие. Вы говорите небесам «Я принимаю это», слово, «Я согласен с этим обещать», «Я готов к своему чуду». Каждый раз, когда вы предпринимаете действие веры, вы посылаете сигнал в духовное поле, который говорит «Я готов к избыток». Потому что вот как чудеса начинаются не тогда, когда вы их видите, а когда вы полагаете их. Вы не ждете, пока Бог начнет действовать. Бог ждет вашего разрешения высвободить то, что Он уже приготовил. Ваша судьба давит на врата ваших сомнений. Обратный отсчет, начавшийся ранее, достигает своей следующей фазы. Вы вышли из состояния тревоги и перешли в состояние предвкушения. Каждая секунда с этого момента несет в себе потенциал. Вы вступаете в сезон, когда богатство и мудрость пойдут вместе. Представьте себе свою жизнь через 6 месяцев. Финансово восстановлен, ваш здоровье обновленный, ваши отношения процветающий, ваш дух непоколебимый. Это не фантазия, это реальность завета. Но переход начинается, когда вы перестаете говорить «однажды» и начинаете говорить «сейчас». Потому что верание футуристично. Оно сиюминутно. Оно живет в настоящем моменте, дыша вашими решениями. Когда вы действуете так, как будто обещание уже исполнилось, небеса присоединяются к вашему вере. Бог привел тебя сюда не для того, чтобы дразнить надеждой. Он привел тебя, чтобы зажечь в тебе память о том, кем ты являешься на самом деле, сосудом богатства, носитель чудеса, дитя вечно. Обещать вы стоите на пороге божественного откровения. Обратный отсчет ускоряется, атмосфера накаляется от ожидания, и остается лишь один вопрос: поверите ли вы, что на этот раз ваша очередь? Напряжение, которое вы чувствуете, это не угроза, а подтверждение. Оно означает, что вы чудо уже в движении. Так что оставайтесь до конца, потому что то, что я собираюсь раскрыть дальше, открыт ключ, который превращает ваши ожидания в реальность. Поле вашего судьба дрожит от избыток, и небеса склоняются ближе, ожидая вашего согласия. Это ваш момент. Поставьте лайк этому видео в качестве вашего заявления к вере и подготовьте свое сердце, потому что следующее откровение покажет вам, как именно активировать дверь, которая ведет прямо в ваше наследование. Вы потратили месяцы, а может быть и годы, готовясь к этой энергии, сами того не осознавая. Каждая задержка, каждый отказ, каждая бессонная ночь, когда вы спрашивали «почему не я?», все это было калибровкой. Вы совершенствовались, меняли форму, расширялись. Бог не игнорировал вас. Он готовил ваш сосуд к тому, что должно было вместить. Потому что богатство, избыток и благословение – это тяжелые вещи. Они требуют сил, чтобы выдержать. И Бог не заставляет вас ждать, чтобы наказать вас. Он усиливает ваши вибрации, чтобы, когда богатство придет, у вас есть возможность удержать его, не теряя своей души.
Скажите, вы когда-нибудь задумывались, почему каждый раз, когда вы делаете шаг вперед, что-то отталкивает вас на 2 шага назад? Вы когда-нибудь чувствовали эту боль, наблюдая, как кто-то другой получает то, о чем вы молились? Вы чувствовали горечь упорного труда, сея семена вера, и все еще не вижу урожай? Это были не неудачи, это были божественные испытания. Ведь благословения, данные слишком рано, могут погубить человека, который еще не осознал тяжесть и ответственность. Бог не отпускает богатства в руки, которые все еще дрожат от страха. Он не льет избытоковое сердце все еще скован неуверенностью. И Он не откроет дверь из наследования, пока ваш дух достаточно устойчив, чтобы пройти через это. Вот почему Он отложил некоторые вещи. Не для того, чтобы отказать вам, а чтобы защитить вас. Если бы Он дал вам все, о чем вы просили, когда вы просили, ваше собственное мышление помешало бы этому. Вы бы растратили то, что вам еще не хватило мудрости усвоить. Сколько раз вы почти сдавались? Сколько раз вы шептали: «Может быть, это не для меня»? Сколько слез пролилось на вашу подушку, потому что вы чувствовали себя забытым, невидимым, недостойным? Но даже в этой тишине небеса действовали. Бог увеличивал ваши возможности, укреплял вашу выносливость и углублял ваши веры. Потому что вера не строится, когда получаешь. Оно формируется, когда ждешь. И в этом ожидании ты учился, как хранить богатство без того, чтобы оно держало тебя. Подумайте об этом. То же самое благословение это, что освобождает одного человека, может поработить другого. Богатство в чужих руках становится гордостью, власть без цели, жизнь становится ядом. Вот почему твой путь был медленнее, тяжелее и мучительнее. Потому что тебя звали не к временному богатству, а к вечное изобилие. Бог не создавал для вас момент процветания, Он создавал наследие. Такого рода чуда требуют зрелости. А зрелость достигается с опозданием. Но позвольте мне спросить вас о чем-то более глубоком. Вы ошибаетесь в Божьем дисциплиназа отсутствие интереса. Вы перепутали Его молчание с отсутствием. Ведь что, если без ответа молитвы были на самом деле защита? А что, если двери, которые никогда не открывались, были теми, которые могли бы увести вас от вашей судьбы? Ты плакал, потому что думал, что Он сказал «нет», хотя все это время Он говорил «еще нет». Каждое разочарование было божественным обходным путем, чтобы удержать тебе сердце соглашаться на меньшее, чем то, что Он обещал. Видишь ли, когда Бог доверяет тебе богатство, Он не просто благословляет ваши руки, Он преображает ваше сердце. Он очищает ваши мотивы. Он спрашивает: будете ли вы использовать это благословение прославлять Меня или прославлять себя? Потому что Он знает, что истинный избыток измеряется не тем, что вы сохраняете, а тем, что вы отдаете. Способности держать богатство. Речь идет не о контроле, а о распоряжении. И именно этому Он учил вас во время каждой задержки, как справляться чудеса, не забывая о Творце чудес. Сколько раз вы говорили: если бы у меня было больше денег, все было бы лучше. Но скажите, что изменилось бы внутри вас, если бы Бог дал их раньше, чем вы, вера, был готов? Молился бы ты так же? Прислушался бы ты к Его голосу, голос? Или будет благословение заменили отношения? Бог знал опасность преждевременного продвижения. Поэтому вместо того, чтобы дать вам то, чего вы хотели, Он дал вам то, в чем вы нуждались: дисциплина, терпение и ясность. Потому что богатство без мудрости – это проклятие, замаскированное под чудо. Подумай об Иосифе в яме. Подумай о Давиде, прячущемся в пещерах. Подумай о Руфе, подбирающей колосья за жнецами. У каждого из них был обещать, но еще не овладение.
Их ожидание не было напрасным. Это была тренировка. Бог формировал их способность нести власти без высокомерия, богатство без отходов, влияние без идолопоклонства. И Он сделал то же самое для тебя. Каждая неудача, каждый период молчания были шепотом Бога. Ты еще не готов, но будешь готов. Ты прошла через божественную подготовку. Каждый отказ был тренировкой сопротивления. Каждый закрытый дверета был духовный груз, который развивал выносливость. И вот вы достигли порога, где ваш вера больше не хрупкий. Ты научился молиться без доказательств, сеять не глядя, доверять без ограничений. Это признак того, кто умеет держаться точка избыток. Бог благословляет не тех, кто требует, а тех, кто готов. Но подготовка – это больно, не правда ли? Она ломает эго, обнажает страхи, сжигает потребность в признании. Возможно, именно это происходит внутри тебя. Возможно, именно поэтому ты теряешь людей, теряешь утешение, теряешь контроль. Потому что Бог лишает тебя всего, что могло бы выдать твое богатство. Вы просили большего, но Он удаляет то, что не выдерживает. Это не наказание, это очищение. И все же враг Он нашептал вам ложь, доведя вас до изнеможения. Он сказал вам, что промедление означает отказ. Он сказал вам, что вы забыты, не избраны, недостойны. Но Бог говорит: вы не забыты. Вы укрепляетесь. Разница между теми, кто терпит неудачу под благословение, и те, кто поднимается вместе с ним, это фундамент. Чем глубже ваш фундамент, тем больше ваш урожай. Вы строили под землей, и мир вот-вот увидит, что небеса строили в тайне. Итак, позвольте мне спросить еще раз, как долго вы будете сомневаться в своей подготовке? Как долго вы будете повторять «я отстаю», когда небеса говорят «ты вовремя»? Все, что когда-то казалось проклятием, на самом деле было калибровкой вашего призвания. Вы не ждали богатства, богатство ждал, когда ты повзрослеешь. Вы не опоздали. Вы опытны. Вас не упускают из виду. Вас раскрывают. Вас не дисквалифицируют. Вас определяют. И когда ваш чудо наконец, когда проявится, вы поймете, что каждая мучительная задержка была доказательством божественного доверия. Бог откладывает то, что намеревается сохранить. И то, что Он сохранил для вас, это не просто выживание, это сверхъестественное изобилие. Итак, подними голову. Вытри слезы. Время ожидания не прошло даром, это было священное ученичество. Ты научился держаться за веру, когда все вокруг говорило тебе «сдавайся». И вот почему небеса готовы дать то, о чем ты молился. Потому что теперь у тебя есть возможность держать богатство, не просто получить его, но и поддерживать его, умножать его и использовать его для божественного трансформации. Каждая задержка имела свою цель. Каждый отказ был перенаправлением. И теперь вы находитесь там, где ваша емкость соответствует вашему звону. Божий обещать никогда не ломался. Он просто ждал, когда ты станешь достаточно сильным, чтобы нести его. Сейчас ваша частота стабилизируется на более высоком уровне. Вот почему время кажется странным, почти замедленным, словно воздух сгущается перед бурей. Это не ваше воображение, это поле вокруг вас идет загрузка. Система небес выравнивает данные, сжимает временные рамки, собирает людей, возможности и чудеса в нужное положение. То, что вы называете задержкой, на самом деле божественный промысел. К урожаю планируется доставка, и ваш дух наконец то настроен на прием сигнала. Вы больше не теряетесь в ожидании, вы стоите в окна доставки из избыток. Не деньги, та вызов, прорыв, примирение – все это уже написано,
закодировано в вашем путь с момента основания вашего судьба. Вы не ждете, пока он будет создан. Он ждет, пока ваши вибрации стабилизируются. Обещать никогда не опаздывало, оно ждало согласования. И вот это согласование наступило. Вы можете начать замечать вокруг себя небольшие знаки, которые другие назвали бы совпадениями, но которые пробужденные называют божественными, планировочные сухари. Обратите внимание. Вы можете начать замечать повторяющиеся числа 7, 7, 7, 1, 1, 1, 3, 3, 3, священные коды, которые шепчут «рай близко». Вы можете найти монеты на полу или перья на своем пути, символы пропитания и защиты. Вы можете услышать, как незнакомцы упоминают миллионы, акции или чудеса мимоходом. Не игнорируйте их. Они не случайны. Это подтверждение того, что завеса между человеческим и божественным временем истончается. Вы вошли окна. Доставки вашего чудо-ангелы, назначенные вам процветание, теперь работают сверхурочно. И когда Бог говорит «несколько часов», Он не имеет в виду ваши человеческие часы. Он имеет в виду, что божественные песочные часы перевернулись, энергия пошла вспять, поток изменил направление. Вы перешли из энергии ожидания в получение энергии. Это момент, когда вера превращается в проявление, когда невидимое становится видимым, когда обещат становиться присутствием. Дверь больше не заблокирован, он просто ждет ваши руки. Но этот переход сопряжен с моральным вопросом, на который можете ответить только вы. Теперь, когда вы переходите от ожидания к получению, будете ли вы сдерживать свои богатства с благодарностью или с гордостью? Вспомнишь ли ты дарителя, когда благословение придет ли, или ты поклонишься дару? Это священное испытание, которое отделяет благословенных от хвастливых. Потому что Бог дает, но Он также наблюдает. Он наблюдает, чтобы увидеть, есть ли у тебя сердце остается чистым, когда чудо умножается. Видишь ли, это скрытый секрет божественного богатства. Речь идет не только о получении ресурсов, но и о получении ответственности. То же самое благословение, то, что возвысит вас, может также погубить вас, и если ваши мотивы испорчены. Вот почему Он показывает вам эти знаки сейчас, чтобы напомнить вам, что дверь, через которую вы собираетесь пройти, не только для утешения, но и для призвания избыток-то, что вы сейчас получите, не только обогатит вашу жизнь, но и поможет восстановить жизнь других. Истинный урожай всегда переполняется. Прямо сейчас небеса шепчут тебе дух, подготовьте свой дом. Подготовьте свои эмоции, мысли, слова. Потому что избыток подчиняется порядку. Вы не можете привлечь то, чего, как вы тайно верите, не заслуживаете. Вы должны считать себя избранным не из-за эго, а из-за завета. Вы – сосуд, через который Бог проявит свою щедрость. Вот почему все в вашей жизни изменилось, почему одни люди ушли, почему другие внезапно тянутся к вам. Поле вашего судьба перестраивается для доставки. Но позвольте мне открыть кое-что, что мало кто понимает. Когда окна доставки открываются, энергия благословения становится магнитным. То, что вы думаете и чувствуете, умножается быстрее. Вот почему вы должны оберегать свои сердца в этот час. Сомнение задержит, благодарность ускорит. Страх заморозит, вера потечет. Вы находитесь в моменте ускоренного развития событий, когда небеса мгновенно отражают вашу вибрацию. Сейчас не время жаловаться или сравнивать, сейчас время командовать. Говори жизнь, говорить избыток, говорить обещать. Вы можете заметить, как люди возвращаются из вашего прошлого, кто-то с извинениями, кто-то с недоумением. Это не совпадение. Это отголоски неисчерпаемой энергии, стремящиеся к разрешению. Вас не нужно тянуть назад, вы должны замкнуть этот круг, точку прощения.
потому что тяжесть обиды несовместима с богатством. Отпустите их, и вы подниметесь выше. Чем легче ваше сердце, тем больше ваша способность к чуду. Я хочу, чтобы вы сейчас внимательно слушали, потому что то, что я сейчас скажу, священно. Вы вступаете в духовный час, когда естественные законы времени больше не действуют. То, что раньше занимало годы, теперь займет дни. То, что казалось недостижимым, теперь станет легким. Вы проснетесь и обнаружите, что что-то изменилось: сообщение, платеж, встреча, неожиданный, дверь — это не совпадение. Это божественная милость. Когда небеса даруют, они не стучат тихо, а приходят внезапно. Но этот переход несет в себе предупреждение. Когда ваш чудо придет ли, узнаешь ли ты это или все еще будешь называть это удачей? Воздашь ли ты должное Вселенной или вспомнишь, что это был Абба, кто закодировал обещание вашим путь задолго до того, как вы смогли это увидеть? Потому что, когда бьют божественные часы, те, кто духовно спит, пропускают этот момент. Они продолжают ждать даже после того, как дверь открылся. Не позволяй этому случиться с тобой. Это порок. Это момент, когда ты веровыпускников в реальность вы потратили годы на обучение, и теперь вы сталкиваетесь с доказательством. Но доказательство – это не утешение, а подтверждение. А подтверждение требует ответа. Вы не можете стоять на краю избытоки и все еще говорить на языке нехватки. Ты не можешь удержать богатство с руками, все еще цепляющимися за беспокойство. Старое «я» должно быть полностью отдано, чтобы новое «я» могло принять без сопротивления. Итак, спросите себя, готовы ли вы получить то, о чем молились? Действительно ли вы готовы жить как человек, несущий богатство, услуга и божественное влияние? Вы готовы увидеть, чудеса настолько реальны, что они разрушают ваше понимание реальности. Потому что это граница, божественный порог между ожиданием и опытом. Небеса объявили ваше имя в этом сезоне, урожай созрел, и ключ поворачивается в замке. Вы больше не ждете. Вы находитесь в окне приема. Время, каким вы его знали, перевернулось. То, что раньше двигалось медленно, теперь будет двигаться со скоростью вероангелы. Назначенные вам завет активировали финальную последовательность родов. Вот почему ваше тело покалывает, почему вы чувствуете беспокойство, почему ваше сердце бьется чаще, когда молишься. Это не тревога. Это ускорение. Божественные песочные часы перевернулись, и небеса изливаются сквозь узкое пространство этого мгновения. Вы перешли от ожидания к получению. Это не теория. Это проявление всего, что вы пережили. Вы вошли в священный поле из избыток, где обещать обретает форму, и невидимое становится видимым. Вдохни это, точка чудо не придет. Оно уже здесь. Это тот момент, когда чудеса врываетесь, а не капайте. Воздух вокруг вас заряжен, поле вашегодов вибрирующее с божественным потенциалом. Но прежде чем благословение может полностью войти в вашу жизнь, есть нечто священное, что вы должны понять: вы не можете нести вчерашние страхвы эту новую частоту. Энергия прошлого не может вписаться в измерение вашего будущего. Вибрация беспокойства – это звук запертого дверь, и этот замок не поддастся никому, кроме вера. Страх – это замок, вера – это ключ, вы должны действовать, думать и чувствовать, как миллионер-версия тебя уже существует, потому что в Божий конечно «да». Он уже видел, как ты свободно идешь по жизни, без долгов, сердце не обремененный, улыбающийся своему банковскому счету, щедро делящийся, бесстрашно расширяющийся. Он писал, что сценарий задолго до того, как вы усомнились в себе. Вы не пытаетесь убедить его благословить вас, он пытается убедить вас принять то, что он уже одобрил.
Закройте глаза на мгновение. Представьте себя в этой версии, в вашем «Стать миллионером», ваше изобильное «Я», излучающее мир и силу. Представьте себе сердце светящейся сферы, ваши плечи расслаблены, ваш разум ясен, ваши слова уверены. Представьте, как вы выходите из дома и ощущаете солнечный свет божественного услуга на твоем лице. Ты не гонишься за богатство, вы притягиваете это. Каждый ваш шаг направляется, каждое решение выверено. Вы больше не спрашиваете, смогу ли я это сделать. Вместо этого вы заявляете, я уже это сделал. Вы должны начать жить, исходя из этой истины. Божественный завет – это не обещание того, что может произойти, это запись того, что уже существует на небесах и ждет вашего согласия на земле, вера – это ручка, которая подписывает документ вашей судьбы. Ваш вера – это ключ, который запирает замок дверь вашего наследования. Бог уже написал ваше имя рядом со словом «изобилие». Но вы должны войти в эту идентичность и говорить как человек, который уже получил чудо. Страх шепчет «ты не готов», вера заявляет «Бог подготовил меня». Страх говорит «а что, если я потерплю неудачу?» Вера отвечает «а что, если я полечу?» Страх запирает вас в комнатах сомнений, вера распахивает дверь возможностей. Вы провели слишком много ночей, шагая по клеткам, которые никогда не запирались. Единственный оставшийся барьер – это вера, а вера искажает реальность. Вы не боретесь за свои чудо, больше нет, вы вспоминаете, что оно всегда было вашим. Это не позитивное мышление, это божественное выравнивание. Мыслить вера – это думать умом Бог. Чтобы выйти вера – это значит следовать своему божественному сценарию. Когда вы видите себя выбранной, вы начинаете работать на частоте чудеса. Вы больше не ждете доказательств, вы сами становитесь доказательством. Каждое благословение, что появляется вокруг вас, это просто подтверждение того, что выдух уже знал, сделано. Прямо сейчас небеса наблюдает, как вы входите в свою роль. Вы – судно из избыток, живое свидетельство божественного провидения. Каждый раз, когда вы выбираете вера, преодолевая страх, вы переписываете шаблоны своей реальности. Ваши слова – семена, ваши мысли – чертежи, ваши эмоции – валюта. Когда вы говорите с сомнением, вы тратите энергию на недостаток. Когда вы говорите с верой, вы инвестируете его в избыток. Вы держите ключ, возможность открывать или закрывать дверь на следующий уровень. Бог поместил священную ответственность в твоих руках – жить так, как будто его обещание уже исполнилось. Это не высокомерие, это послушание. Потому что сомневаться в том, что Бог провозгласил, значит сомневаться в Его авторстве. Он написал вашу историю не для того, чтобы она закончилась борьбой. Он написал ее для того, чтобы она закончилась урожай в богатство, в переполнении вы, доказательство Его щедрости, чудо, на которое другие будут указывать и говорить. Видите, Бог по-прежнему верен. Вы ждали достаточно долго. Сезон ожидания закончился, начался сезон получения. Но чтобы получить, вы должны привести свое поведение в соответствие со своей новой идентичностью. Перестаньте прокручивать в голове неудачу. Перестаньте предвкушать разочарование. Начните предвкушать чудеса. Ожидать благословения, когда вы проснетесь, ожидайте услугу, когда вы переезжаете, ожидайте богатства узнать свое имя. В тот момент, когда вы синхронизируете свой внутренний диалог с Божественным правда, небеса ускоряют свой ответ. Позвольте мне задать вам один очень личный вопрос. Когда вы представляете себе версию себя, уже достигшую изобилия, как они говорят? Как они действуют? Что они дают? Чего они больше не терпят? Вот кем вы должны стать сейчас, не потом, не после испытаний,
а сейчас, потому что небеса движутся со скоростью личность. В тот момент, когда вы воплощаете энергию вашего ответа молитва, ваша реальность должна перестроиться, чтобы соответствовать этому. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали. Уделите минутку и напишите в комментариях ниже следующие слова. «Вера – мой ключ». «Страх не имеет надо мной замков». Это не просто предложение, это декларация, духовная подпись. Когда вы пишете эти слова, вы посылаете сигнал небесам: «Я готов жить по сценарию, который ты написал для меня». Вы не просто комментируете, вы берете на себя обязательства. Вы выбираете выход на новый уровень избыток. Потому что каждое публичное заявление сеет личное семя. Когда вы говорите, выражая это вслух, вы делаете это ощутимым. Вы сообщаете атмосфере, что вы не связаны своими старыми вибрациями. Вы заявляете, что ваше сердце открыт, ваши руки готовы и ваша судьба разблокирована. И в этот момент вы переключаетесь с того, чтобы слышать о чудесах, чтобы жить ими. Помните, страх – это замок, только вера – это ключ. Каждое решение отныне должно пройти это испытание. Если оно исходит от страха, это ловушка. Если это исходит от веры, это дверь, если оно тебя сжимает, оно не божественно. Если оно тебя расширяет, оно Бог. Вот так вы узнаете разницу между отвлечением и судьбой. Вы уже не тот человек, который начал это сообщение. Вы переступили невидимый порог между ожидающей и получением. Сценарий вашей жизни изменилось. То, что когда-то казалось невозможным, теперь неизбежно. Вы идете в божественном ритме избыток, дыша воздухом чудеса, стоя в центре вашего обещать. И как вы заявляете в комментариях, помните, Бог читает его вместе с тобой. Он отмечает твои слова как завет. Он подтверждает твою личность как того, кто выбрал веру над страх. Так скажите это сейчас и имейте это в виду с каждым ударом вашего сердца. Сердце – вера – мой ключ. Страх не имеет надо мной замка. Потому что это тот момент, когда небеса поворачиваются ключ, то дверь открывается, и ваш чудо, тот, который ждал вашего согласия, наконец-то проходит. Сейчас ваша задача – не гоняться, а приспосабливаться. Сейчас не час гонки, а час разрешения. Небеса уже все устроили к чуду. Теперь ваша единственная задача – открыть свой сердце достаточно широкий, чтобы принять его. Итак, после этого сообщения посидите спокойно, глубоко вдохните и произнесите вслух: «Я готов к миллионер, реальность должна раскрыть себя». Пусть эти слова пройдут сквозь вас, словно священный огонь. Это единственное заявление «не». Растворится в воздухе, оно вибрирует в мирах, переписывая частоты, активируя благословение и призывая все, что когда-то было задержано, в ваше настоящее. Каждая мысль, пришедшая вам в голову в ближайшие несколько часов, обладает особой силой. Каждое произнесенное вами слово становится отпечатком на божественной ткани. Небеса внимательно слушают вас не издалека, а изнутри вас. Вы вошли в священное окно, где слова становятся контракты, где решения становятся судьбой. Поэтому выбирайте слова так же тщательно, как строитель выбирает камни для фундамента. Говорите богатство. Говорить выздоровление. Говорить свобода. Благослови ваши финансы, твой дом, твое здоровье, твои отношения. Визуализируйте свои банковские счета текст избыток, ваши долги растворяются в пыли, ваш дом сияет божественным светом облегчения. Это не воображение, это веровое действие. Это язык тех, кто понимает, что энергия реагирует на определенность. Когда вы говорите, творение слушает. Пусть благодарность двигается по вашему телу, как будто деньги уже приземлился, как будто чудо уже проявилось. Потому что именно так вера работает. Сначала благодарность, потом доказательства. Те,
кто ждут доказательств, прежде чем поблагодарить, слуги страха, те, кто благодарят, прежде чем увидеть, хозяева веры. И вскоре вы заметите, что мир вокруг вас изменится. Люди начнут относиться к вам по-другому, не потому, что они изменились, а потому, что ваша вибрация реальность перестраивается под вашу новую частоту. Те, кто сомневался в вас, почувствуют в вас нечто, чего не могут объяснить. Это что-то власть. Это божественно точка наследования, возвращаясь на свое законное место внутри тебя. Тебе больше не нужно оправдываться. Тебе больше не нужно защищать свое призвание. Энергия миллионера не кричит. Он излучает. Он движется тихо и непоколебимо. Уверенность, как солнечный свет, который знает, что его нельзя игнорировать. Следующий этап вашей жизни – это не просто выживание. Это переполнение. Вы вступаете в сезон, когда деньги следуют за вашим мир. Возможности преследует ваша простота. Богатство тянется к вашему присутствию не из-за усилий, а из-за согласованности. Вы – магнит, а не преследователь. И каждый человек, который когда-то ушел, каждая дверь, которая когда-то закрылась, теперь склонится перед вашей гравитацией. Избыток. Но это больше, чем процветание. Это цель. Вы перешли порог от просьбы к утверждению, от надежды к знаю. Поле вокруг вас изменилось, а вместе с ним и ваша личность. Вы больше не тот, кто молится от отчаяния. Вы тот, кто повелевает от своего господства. Вы больше не умоляете о благословении. Ты становится от благословения. Ты – сосуд, через который Богобещать вливается в мир. Поймите это ясно. Бог я ждала именно эту версию тебя. Не наивную, сомневающуюся в каждой задержке. Не раненую, сомневающуюся в каждом молчании. А эту, ту, которая доверяет. Уставшую, но не сломленную. Того, кто был на пределе, но остался верной. Эта версия, способная нести богатство, не теряя цель, холдинговости впадая в гордыню. Вот почему он прошептал несколько часов. Потому что ты чудо-готов, и ты тоже. Твой дух стабилизировалась. Ваши вибрации стали зрелыми. Частота недостаток больше не соответствует вашему энергетическому полю. Небесная книга отметила вашу готовность золотыми чернилами. Вы больше не ждете своего урожая, твой урожай ждал вашего вера. Будьте неподвижны сейчас. Эта неподвижность не бездействие, а власть. Тишина – это звук сонастройки. Почувствуйте воздух вокруг себя, тяжелый, заряженный, электрический. Он не пустой, он полон движения. Ангелы, назначенные в вашем процветании прямо сейчас, заключают контракты, организуя физическое воплощение того, что вы дух уже принял. Некоторые из вас увидят это в неожиданном звонке, внезапные депозиты, забытые долги погашен, двери отверстия, которые когда-то были запечатаны. Это не совпадение, это подтверждение. Говори теперь не как нищий, а как король или королева божественного наследия. Скажи: «Я – сосуд божеизобилия. Мое богатство благословляет народы. Мой чудо возвышает других. Мои благословения перетекают в поколения». Эти слова не пожелания, а не контракты. Каждый слог имеет вес в небесном суде. Когда вы их определяете, они становятся законом в невидимом мире. Поймите этот духовный закон. Благодарность – это сигнал готовности. В тот момент, когда вы благодарите, Бог как будто это уже произошло, творение движется, чтобы подтвердить это. Благодарность говорит небесам: корабль готов к большему. Поэтому прямо сейчас скажите спасибо. Не как ритуал, а как откровение. Благодарю Его за деньги, который течет, мир, который цветет, здоровье, которое возвращается, двери, которые открываются. Поблагодари Его за милость,
которое тебя преследует. Вы не ждете, когда вас выберут, вы уже были выбраны. Вы не молитесь о том, чтобы богатство, ты командуешь им. Ты не гонишься за чудо, вы его принимаете. Вы не стремитесь к обещать, вы в нем живете. С этого момента ваши слова должны соответствовать вашим словам к наследованию. Говорите только то, что соответствует избыток, говори только то, что утверждает вера, говори только то, что чтит твою божественную сущность, личность, потому что каждое заявление, которое вы сделаете с этого момента и до конца чудо-земли, усиливаются, только священное окно открыто, и атмосфера располагает к слушанию. Будьте спокойны. Не паникуйте, когда придет испытание, оно обязательно произойдет. Последнее испытание всегда приходит прямо перед переполнением. Оно попытается пробудить старое «я», которое реагирует страхом, а не силой, вера, но теперь ты знаешь лучше. Теперь ты помнишь, страх, замок, вера, ключ, когда возникает вызов, не отступайте, сияйте. Когда случается что-то неожиданное, заявите «это не поражение, это выравнивание». Если что-то задерживает, скажите «это не отказ, это изменение направления». Вот как миллионеры духовное и материальное мышление. Именно так они преодолевают бури, не тонув. Разница между теми, кто продолжает получать, и теми, кто теряет то, что приобрел, заключается не в удаче, а в языке. Следите за тем, чтобы ваш язык был в гармонии с правдой, твое сердце соответствует вера, и ваша энергия выровнена с благодарностью. Потому что Бог, Он не проверяет вас, чтобы увидеть, провалитесь ли вы. Он проверяет вас, чтобы показать, что вы уже прошли. Оглянитесь вокруг. Знаки уже формируются. Молчавший телефон зазвонит. Электронное письмо, которое так и не пришло, придет. Исчезнувшая возможность появится вновь, приумноженная. Это не фантазия, это поток. Духовная река избыток то, о чем вы когда-то молились, нашло выход в вас. И когда вы войдете в это новое измерение, помните следующее. Энергия миллионера не терпит спешки, он не цепляется и не паникует. Он доверяет. Он движется с божественной скоростью, зная, что божьевремя выбрано идеально. Старая тревога родилась из неверия. Новый мир рожден властью. Теперь вы – свидетельство ее действия. Вы перешли из выживая к переполненной, вы перешли от просьб к утверждениям. Вы перешли от дефицита к насыщению, священное окно открыто, и ты внутри. Произнеси свой приказ спокойно и уверенно, а не с отчаянием. Шепчи, если нужно, но верь каждому вдоху «свершилось». Потому что на языке небес «свершилось» — это не конец, а начало. Это заявление запечатывает двор. Благодарность активирует освобождение. Тишина подтверждает выравнивание. Вы больше не молитесь о чудо, вы живете как его проявление. Итак, дышите. Пусть мир поселится в ваших костях. Пусть ваш дух выдохните. Гонка окончена. Борьба окончена. Вы вошли в урожай. Не чудо то, что когда-то было мечтой, стало вашим окружением. С этого дня все, что связано с вами, расширяется. Ваше богатство умножается. Ваше влияние углубляется. Ваше сердце остается чистым. Ваш вера остается активным. Это твой священный указ. Ты – ключ, который превращает небеса дверь, и теперь, когда божественная энергия продолжает течь, помните последнюю истину – вы никогда не ждали Бога двигаться. Он ждал, когда ты заговоришь. И теперь, когда ты заговорил, небеса должны ответить. Договор заключен. Завет остается в силе. Чудо приземлился. Закройте глаза на секунду.
Представьте, что ваш телефон загорается от хороших новостей, неожиданного сообщения, уведомления, подтверждающего все, что вы ожидали. Молиться. Представьте, что ваш почтовый ящик заполнен депозитами, а ваше имя появляется в контракте, который меняет все. Представьте, что вы банковский счет, открываясь перед вашим внутренним взором, числа растут без усилий, напряжение в вашем сердце тает. Почувствуйте это тепло в груди прямо сейчас, эту искру, этот легкий электрический импульс, это не воображение. Это божественное подтверждение. Это Божий шепот, проходящий по вашей нервной системе, говорит вам «все готово». Это поток избыток, синхронизация с вашим верой. Вам не нужно знать как принадлежит небесам. Ваша задача не контролировать, а позволять. Позволять Бог, чтобы удивить вас. Позвольте чуду прийти не теми путями, которыми ты не планировал, через людей, которых ты не ждал, в моменты, когда это не имеет смысла. Пусть на этот раз все будет легко. Ведь благодать не борется, благодать течет. Ты достаточно долго боролся с течением. Теперь твоя задача – плыть по течению, доверяя себе. Позвольте себе поверить, что вы достойны быстрое проявление. Потому что вы есть. Вы родились с божественным разрешением процветать. Если ваша интуиция сегодня вечером испытывает беспокойство, не отвлекайтесь, положитесь на нее. Пребывайте в этой тишине, в этой священной тишине и знайте, что чудеса предпочитаете тихие комнаты. Завтра вы можете проснуться и услышать неожиданный звук плата, божественный внезапная идея, которая положит конец вашему застою. Вы можете встретить кого-то, кто обладает ключ на новый уровень. Или, может быть, чудо будет разворачиваться тихо, сдвиг в вашем сердце, мир, не имеющий смысла, осознание того, что ожидание окончено. Когда божественные часы движутся, они не тикают громко, а шепчут. И шепот, который вы слышите прямо сейчас, это ускорение. Вы вступили в ту временную линию, где то, на что раньше уходили годы, теперь происходит за считанные дни. Те же люди, которые когда-то сомневались в вас, начнут спрашивать, как это произошло так быстро. Они назовут это удачей. Но вы будете знать, что это было завет. Вы поймете, что это было божественно. Выравнивания. И когда ваша жизнь начнет переливаться через край, помните, поток должен циркулировать к богатству-то, что перестает двигаться, становится застойным к благословению, то, чем не делится, начинает разрушаться. Вот почему Бог дает вам это избыток, не только для тебя, но и через тебя. Ты – сосуд, который хранит чудеса трогательно. Каждый раз, когда вы отдаете, вы доказываете небесам, что можете вынести больше. Каждый акт щедрости открывает дверь для свежего урожая. Экономика небес – это циркуляция, а не накопление. Так как ваше чудо начинает раскрываться, оставайтесь на связи с потоком. Оставайтесь на связи с этим сообществом, область, которую мы строим вместе. Сила в коллективной вере. Когда вы комментируете, когда вы заявляете о своих верах, когда вы делитесь своим свидетельством, вы не просто говорите в пустоту, вы расширяете духовное поле, которое умножается благословение для всех, кто в сети. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас написали в комментариях ниже: «Часы пошли, и я позволяю своему чуду свершиться». Когда вы пишете эти слова, вы делаете договор с небесами. Вы говорите: «Я больше не сопротивляюсь. Я принимаю. Я открыт. Я готов». Вы больше не ждете доказательств, вы сами выступаете в роли доказательства. И этот единственный акт публичности меняет энергию. Это то, насколько духовно дверь открыта. Потому что, когда один человек заявляет, это пробуждает других. Цепная реакция чудеса начинается. Вы можете подумать, что это просто комментарий,
но в невидимом мире это приказ. Ангелы, назначенные на ваш избыток, записывайте свои слова и соответствующим образом согласовывайте обстоятельства. Вера, произнесенная вслух, становится законом, вера, напечатанная в мире, становится свидетельством. Поэтому, печатая, тихо проговаривайте про себя: «Часы пошли, и я позволяю себе чудо». Повторяйте это, пока не почувствуете, что сердце расширяетесь. Произносите это до тех пор, пока слова не перестанут звучать как надежда, а станут звучать как правда. Потому что это так и есть. А теперь вдохните глубоко. Представьте свою жизнь через 3 месяца. Посмотрите на свой дом, наполненный миром, ваш банковский счет отражая перелив, ваш отношение восстановлен, ваш тело яркий, ваш разум ясно. Почувствуйте эту будущую версию себя, спокойную, щедрую, сияющую, свободную. Эта версия уже. Существует точка Божьей временная линия. Вы просто в нее вступаете. Вы не создаете новую судьбу, вы вспоминаете старую точку обещать. И когда вы войдете в эту новую вибрацию, поймите, что это не конец вашей истории, это продолжение вашей чуда. То, что начинается сегодня, будет умножаться. Точка благословения это постигнет вас и распространится по всей вашей жизни, коснувшись всех, кто с вами связан. Друзья, семья, даже незнакомцы будут ощутимы благодаря вашему послушанию. Вы не просто получаете богатство, вы несете откровение. Вот почему я хочу, чтобы вы оставались на связи. Подпишитесь на этот канал не как рутину, а как ритуал. Потому что каждое сообщение здесь – это продолжение вашего пути, подкрепление ваших вер, напоминание о вашем обещать. Каждое видео – это другая дверь откровения, еще одно подтверждение того, что вы ходите в божественном ускорении. Подписываясь, вы говорите: «Я стремлюсь оставаться в соответствии с Божьей время, с Его мудростью, с Его избыток». И помните, это сообщение не заканчивается вместе с видео, чудо продолжается через ваше осознание. Сегодня вечером, когда вы ляжете спать, прошепчите благодарность, скажите: «Спасибо, Бог, для того, что уже в пути». Когда вы проснетесь, произнесите свои обещать, скажите: «Сегодня я переезжаю в переполненном режиме». Когда вы видите небольшие знаки, повторяющийся номер, неожиданный звонок, божественную мысль, не отмахивайтесь от них. Воспринимайте это как доказательство того, что система активна, что небеса услышал вас, что обратный отсчет продолжается. И если в какой-то момент ваш старый страх попытается снова прошептать, запомни свой код: страх – это замок. Вера – это ключ, вы уже держите ключ, вы уже повернули его. Когда заявили о своей готовности, дверь теперь открыта, осталось только пройти. Прежде чем мы закончим, я хочу, чтобы вы глубоко почувствовали, вы не одиноки. Вы часть божественного движения, сообщества из Вероиде вместе в избыток. Каждый раз, когда вы комментируете, каждый раз, когда делитесь, каждый раз, когда подтверждаете, вы усиливаете этот поток. Вы создаете сеть чудеса, где другие обретают свет через ваше свидетельство. Вот что представляет собой этот канал – живой союз коллективного говора. Поэтому оставьте комментарий прямо сейчас. Часы пошли, и я позволяю себе чудо. И если это сообщение откликнулось в вашем сердце, если вы почувствовали присутствие Бога, просматривая эти слова, убедитесь, что вы подписаны. Потому что следующее сообщение покажет вам, как поддерживать это чудо, как только он прибудет, как сохранить свой вероустойчивый и ваш урожай множения. Помните, вы достигли божественного ускорения. Сезон ожидания окончен. Песочные часы перевернулись, дверь открыт, чудо движется. И обратный отсчет, начавшийся, когда вы впервые услышали эти слова, не остановился. Часы пошли. И небеса уже.